Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Михаил Павлев, политтехнолог на связи прямо сейчас. Михаил, здравствуйте. Да, добрый день. Михаил, начать наш разговор я хотел бы с нового политического сезона. Ах, смотрите, какой он в Украине. Как всегда. В общем, депутаты Ага. выходят в Раду на работу, а их встречают картонки с криками «Ганьба! Ганьба!». На сегодня там какой-то массовый протест, в общем, какой-то такой час Че для сторонников Федорова. Сам Федоров недавно, в общем-то, дал интервью. Причем так интересно, вот он, ну, это тоже такое наблюдение, знаете, тут в зависимости от того, от времени, места сидения и так далее. То есть вчера стало известно, что Канье Уэст приезжает в Россию, в Петербург, там 2 концерта на Газпром-арене. Он высказал желание, говорят его менеджеры, встретиться с Путиным. Ну и понеслась. Нацист, такой-сякой, сторонник Гитлера, туда-сюда, вот это вот все. Ну так, простите, Илон Маск тоже такой же, но как его облобызал Федоров в этом интервью, а тот даже репост сделал с сердечком. Эх, ну это детали. По сути, Да. что несет этот новый политический сезон и картонки в игре? Слушайте, хотелось сразу пошутить насчет того, как главным вопросом, наверное, этого политического сезона будет, дождемся ли мы фразы «остановитесь от Зеленского» или нет. Вот. У меня есть большое подозрение, что в каком-то изводе, в каком-то формате мы эту фразу услышим с вами. Ну, точно не картонки будут причиной этому. Там есть и почище, и побольше обстоятельства. К слову сказать, очень характерная вещь. И подобное я видел раза 3 за свою всю бытность в роли человека, который вникает в украинскую политику. Программная публикация в «Зеркале недели». То есть вышла такая фундаментальненькая вещь, практически в стиле «Как нам реорганизовать рабкрины» ленинская. Да? То есть как бы вот почему нам не по пути с режимом Зеленского. То есть фактически, как говаривал незабвенный Сергей Владимирович Левочкин, это фокусировка для всех следующих в кильваторе, да, для всех вышедших на протест или желающих выйти, для всех медийщиков или журналистов, которые собираются что-то писать. Вот бери эту методичку, что называется, и оттуда используй нарративы, используй смыслы, используй тезисы. Совершенно очевидно, что «Зеркало недели» как боевой листок Пинчука «Фиалы» прямо перед началом этого самого политического сезона выходит совершенно не случайно с такой программой. Я видел такую историю в 2004 году. Я видел такую похожую публикацию даже не перед самым Евромайданом, а вот перед всей эпопеей с подписанием евроинтеграции в бытность Януковича. И потом была еще одна публикация после 16 законов 16 января, по-моему, да, если не ошибаюсь, тех самых иноагентских, так называемых, да, которые потом были проголосованы. Или нет, они проголосовали раньше, 16-го их отменили, да бог с ним, короче, неважно. Ну, вы поняли, о чем я говорю. То есть, была ли подобная история при Порошенко? Я вот не помню, что была такая прям программная, разгромная статья, которая просто ставила для определенной части электората, аудитории и тусовки вне закона персонажа, против которого она адресована. То есть, вот данная публикация, повторюсь, это фокусировка, которая ставит Зеленского вне контекста уже. То есть, вот он при нем хорошо не будет. Вот то, что они сообщают. И повторюсь, уличная вся эта история, она является только антуражем и оправданием всего того, что происходит в закулисье. А работа ведется теми, кто стоит за этими протестами, ведется и по линии чиновников, по линии политиков, по линии депутатского корпуса. И в этом смысле интересное было заявление, которое опять же публикуется в медиа украинских, от анонимного украинского депутата из «Слуг народа» о том, что, ну вот посмотрите, улица-то против отставки Федора. Ну как мы можем поддержать Хмару в парламенте? Во-первых, на тот момент, когда мы пишем, по-моему, до сих пор еще и нет представления, соответственно, ни на Хмару, ни на На данный министра. момент нет, да. Вот. Когда выйдет видео, может, что-то уже и поменяется, но по факту, вероятно, как минимум история в том, что он военнослужащий и не имеет права по закону занимать пост, да,
Хотя при отставке Сырского наплевали совершенно на процедуру, то, что там вносить эту историю должен, как бы, подписывать эту историю должен только действующий министр, а не исполняющий обязанности. Ну, как бы нет такого в законе, в тексте закона ИО, не упомянут. Вот, и тут казуистика возникает. Соответственно, я думаю, что рамка шире и банковая, ну, это предположение. Я этого не знаю, и посмотрим, как будет. В принципе, не будут сейчас вносить кандидатуру, как минимум, министра обороны. А зачем, собственно, если есть исполняющий обязанности теленок Хмара, который абсолютно устраивает фунт такой себе, он как фунтом был в СБУ, точно так же он фунт и в Министерстве обороны. Да? Там за ним стоял по факту Поклад и всем занимался. В Минобороны, как я понимаю, это определенные замы, и плюс, вероятно, будет курировать его процессы, возвращаясь к функциям Умеров. Как я понимаю. Потому что точно Умеров это не разведчик, да, в плаще и шляпе. Он не про это. И вообще сварщики украинские, как я себе понимаю, больше всех последние годы занимались не военной компонентой, а экономической разведкой, взаимодействие с европейскими мировыми разведками как раз по линии экономических вопросов. Вот поэтому туда Умерова и пристроили, собственно. Но он, как я понимаю, будет курировать деятельность Хмары до определенной степени. Ну, как бы это все преподносится, как он помогает, да, но по факту, как бы, рулить и разруливать человек, который там долго возглавлял Минобороны. А почему сварщики? Вот как-то так, это, повторюсь, это именно то, как мне рассказывали, да, что если ГУР это была структура, которую прямо после 2014 года мы начали встраивать в контур именно боевой, да, военный контур натовских разведок, да, и тот же печально известный и у всех на слуху, навязший на зубах ЦИПСО, это тоже гуровская структура, и которая готовилась британскими разведчиками, британской дивизией киберразведки, кибербезопасности в Йорке расквартированной. То есть ГУР сразу туда встроился. СБУ, понятно, она была простроена на ЦРУ, на НБ, в первую очередь. Потом там, естественно, нарисовались года этак, наверное, с 21-го и МИ-6 в полный рост, и БНД появилась, и французская разведка, внешняя разведка Министерства обороны. А вот сварщики, они всегда были как-то больше как бы про аналитическую оценку, про информационную разведку. По крайней мере, при Литвиненко так завелось все. И про экономическую разведку. Вот как-то такое распределение произошло, уж, по крайней мере, там последние годы. Ну, повторюсь, это то, что мне рассказали, как есть на самом деле, естественно, знают только внутри структуры, да. Поэтому и Умеров там к месту, мне кажется, приходится, да. И повторюсь, как говорят, Умеров будет помогать по Минобороны. Вот так вот приблизительно. Это вот один ракурс. Для этого не нужно назначать министра обороны. Тем более, это история, которая сразу даст повод для наступить на педаль, для того, чтобы наступить на педаль эскалации, именно политической эскалации. Медийной, какой угодно, там, чтобы разгонять всю эту историю в западных. А так медиа. А так вроде как вопрос подвешен, но это же и нет, и не да, как бы, да. То есть, грубо говоря, снижает градус немножечко накала. Они-то, конечно, требовать будут возвращать Федорова. Но я остаюсь при своем мнении, что им уже и не надо это. Им уже это и не надо. Очень интересно в материале «Зеркало недели», вышеупомянутом, который вы окрестили прям такой предтечей или предвестником, там таким знаком фокусировки, да, что готовится второе подозрение Ермаку и подозрение, внимание, Арахамии. Да. Очень понятная история. С другой стороны, мы видим ответки от Поклада, да, то есть там агентов берут, в общем, каких-то внештатных осведомителей на взятках, причем шьют уже, ну, не хочется говорить, что попало, потому что все-таки же дела, все-таки же это же как бы расследование. Хотя, ну вот там, например, помогал в уклонении. Ну, то есть брал деньги, 10 людей. Ну, это этот персонаж, который якобы не штатный агент, я так понимаю, НАБУ. Но ведь и это он, тоже, он же дроид-провокатор, как бы, да? Это же тоже удар, это же тоже какой-то... Это ведь что-то да значит. Как вы оцените расстановку сил? И действительно ли вот эта вся как бы война подозрений, уголовных дел,
или, давайте не так, не дел, преследований. Потому что можно же преследовать, но и не хапнуть никого, И не можно догнать. можно, собственно, так сказать, показать видимость и достаточно серьезно взвинтить ставки. Как вы оцениваете силы, условно, там, Вы НАБУ? смотрите, история очень интересная. Я верю в то, что готовятся подозрения Ермаку и Арахамии. Вот. И с другой стороны, я иначе оцениваю то, что сейчас предпринимается СБУ против НАБУ. Ну, во-первых, Поклад, при всем при том, что, как я себе понимаю, это человек сейчас очень близкий к Зеленскому, он все-таки человек американский. А с другой стороны, набушники и САД сейчас, немножко как бы оставшись вне внимания и вне поля зрения ФБР и американцев, которые курируют их по факту, да, они, конечно, переориентированы полностью сейчас на внутрянку, то есть на Пинчука, того же, на Фиалу и тех, кто стоит за ними в Европе. И здесь есть еще и собственный конфликт, получается, потому что и Арахамия абсолютно американский человек, то есть ориентированный на действующую администрацию. Больше того, Арахамия – это действительно один из тех, и, вероятно, Ермак тоже, кто стоял за этими перетрахиваниями в Минобороне, естественно, потому что эта линия конфликта, она была и сохранялась еще до этого, до всего. То есть там дележка происходила, сумасшедшая дележка бюджетов и контрактов. И Федоров, и кто стоял за ним и пришел с ним, выдавливали как раз контракты, связанные с семейными, контракты, связанные с Умеровым, контракты, связанные с Арахамией. Повторюсь, а речь про десятки миллиардов евро и долларов. И поэтому НАБУ и САП, которые ситуативно вне ока Саурона, что называется, вне ФБРовского внимания сейчас находятся и как бы предоставлены сами себе, как рыба ищет там, где глубже, что называется. И ориентируются полностью сейчас, давайте так, пока нету окрика из Вашингтона, ориентируются на Пинчука, Фиалу и вот эту всю, весь этот конгломерат. И плюс они там плоть от плоти в принципе являются этой всей тусовки грантоедской, да, которая сейчас сгруппировалась вокруг фронтмена в виде Федорова. И поэтому удар по Ермаку очередной и по Арахамию вполне себе в эту логику укладывается. И в эту логику абсолютно укладывается и действия Поклада. Но при этом надо понимать, что ударили сейчас, ну вот это довольно демонстративная история, все-таки по очень второстепенному персонажу. Хотя ходят действительно в медиа, по крайней мере, выбрасываются данные, что на основании показаний того самого депутата, которого хлопнули в Эмиратах, да, готовится атака на Кривоноса. Но это надо еще, что называется, посмотреть, как она будет развиваться. Потому что не очень-то я верю в то, что совсем уж будет готов Поклад пойти против ветра и начать действовать против, все-таки структуры, как бы де юре вписанной в контур американского влияния. Да? Поэтому тут будет очень показательный момент. Будет ли эта атака не на второстепенные персонажи, а конкретно на первых лиц, на НАБУ и САП. И закручивается здесь история очень интересная. И передел влияния в силовых органах тоже неизбежен, потому что маячит у нас за спиной то, что я постоянно не устаю про что напоминать, тот самый меморандум Качки-Кост, который стал основной частью меморандума, проголосованного Верховной Рады, который подразумевает фактически обнуление влияния Зеленского на силовиков как таковой. Это мы не вспоминаем еще про программу Ukraine Facility, где они как раз дошли тоже до пунктов и индексов, которые тоже есть судебная, там система должна быть переучреждена даже во многом, потому что совершенно иначе выстраиваются органы контроля с европейским-то влиянием как раз, да, и проникновением. И еще целый ряд вопросов, связанных с госслужбой, где фактически европейцы через уже требования этой программы Ukraine Facility намерены тоже запустить свои лапы и контролировать практически всю машинерию, процедуру назначения чиновников, судей. То есть как бы они вот подошли как раз до пунктов сейчас, которые самые болезненные для Банковой и конкретно для Зеленского и его окружения. И поэтому вот сейчас будет действительно самое интересное. Этот политический сезон грозит стать наиболее таким острым. Ну, во-первых, там все эта политика жила в анабиозе, где-то 22-й, 23-й, даже отчасти 24-й год. А вот сейчас прям совершенно точно уже оно все начинает в размашку идти и в разнос может пойти. Может. Я пока подчеркиваю, именно может пойти. И поэтому
все эти картоночные Майданы – это только антураж. Гораздо более серьезная вещь происходит под полом, потому что без внешнего, непубличного давления никогда бы Зеленский не пошел бы на отставку Сырского. Никогда. Больше того, весь август, вот до нынешнего момента, только вчера прозвучали заявления по этому поводу, он устроил волокиту еще с отставками людей Сырского и назначением людей Дропатова в армию. То есть фактически для него сейчас, помимо вот тех вещей, к которым они еще подойдут осенью, по поводу меморандума, по поводу Ukraine Facility, всех норм и индексов, у него сейчас научная, что называется, на повестке дня проблема. Допустить Дропатова, даже его людей, можно, чтобы сделать из них потом козлов отпущения. Тем более, что они уже запустили антикриз, я сейчас про него расскажу. Другая совершенно история – это допустить, чтобы был и Дропатый с его людьми, и еще и министр не твой, условно, не Зеленского. Это, конечно, хавайся вжито уже. Прям совсем ситуация, он перестает контролировать бюджеты, перестает контролировать армию и перестает влиять на нее. Это для него, конечно, ситуация очень опасна, что он реально боится армию. Вот он боится праворадикалов, а они преимущественно сейчас все в том или ином виде либо в активистских кругах, или так или иначе присоединены к армии, или в армии, или в силовых органах. То есть он фактически вот боится силовиков, боится армейских. И утратить контроль над Минобороны и над армией для него, конечно, в политическом смысле смерти подобно. Потому что одно дело, когда у тебя, повторюсь, твой комнатный Хмара, и он закручивает все болты, гайки и винты Дропатому и делает его крайним. Дропатый что-то не получает или происходит не так, как хочет Дропатый. Ну, а-ля тот конфликт, который был между Федоровым и Сырским. Хотя не он стал первопричиной, естественно, он был действительно. Другое дело, что если там работают в унисон, все происходит так, как не хочет Зеленский, мимо него все происходит, совсем другая совершенно история. И люди идут на поклон уже к ним, а не к нему. И за бюджетами, и за решениями, и за, в принципе, влиянием. Это вообще для него прям серпом по брынцалам история. Но они включают антикриз. Мы, как так и говорили, обсуждали, и я уже комментировал по этому поводу. История политическая, абсолютно идеологическая, с перезахоронением Коновальца, которые отдали для получения политических профитов и бенефитов кому? Белецкому. Тема, которую продвигал Буданов, тема, которую продвигал сам Зеленский, неожиданно на перезахоронение, причем еще в таком вот ритуальном антураже появляется с броневичком Белецкий. То есть собирая все репутационные бонусы с этого дела и в армейской среде, и в силовой среде, и в праворадикальной среде. Параллельно что происходит? Вбрасывается история. Параллельно его качает Безуглая, говорит: ой, слушайте, а как бы И классно не было, только же она, на самом как деле. бы классно было Белецкого назначить вообще руководителем фронта. Совершенно верно. Имеется в Больше виду того, всей линии фронта, командующий целый специальных ряд, операций. Да. причем на важнейшем направлении. Целый ряд медийщиков и журналистов, и блогеров упоминают что-то в этом же контексте. Что еще происходит? Приходит информация, что под Белецкого могут передать, по факту под 3-й армейский корпус могут передать, который пророс из штурмовой бригады этой, того из Азова, отдать, что все штурмовые полки Сырского, так называемые, включая печально известный «Скала». Чтобы для чего? Опять же, с одной стороны, показать, какой он толковый, мол, командир, управленец и все остальное. А с другой стороны, обывателю нарисовать картину, что все чудовищные преступления, которые были из-под Сырского в этих полках, они как бы или прекратились, или с ними разобрались. Ни хрена себе, извините, или 103, или 113 уголовных дел по одной скале. По убийствам, друзья, по убийствам. Это чудовищно совершенно, абсолютно. И тут тоже видно, что Банкова в эту историю играет совершенно точно. Абсолютно точно она в эту историю играет. И для чего? Для того, что это противовес Дропатому. Показать, что Дропатый засыпался, а Белецкий вот какой молодец. Это противовес Федорову вполне себе. Так что антикриз они включают, а с другой стороны собираются пересидеть, перетоптаться ситуацию, переждать. Не получится, мне кажется. Не получится. Кризис будет развиваться неизбежно. Очень показательный был вчера момент, когда, сейчас же идет вот эта драчка с Трампа с Ираном, причем он вчера опять говорит о том, что сделает Ормуз территорией США,
Да. Саудиты говорят, слушайте, это все нормально, как бы, ну, там Трамп будет бомбить Иран, Оман, понимаете, всех будет бомбить, то есть, ну, как бы такие у него заявления, рейтинг там Бомби, летит. детка, бомби, да. Да, бури, детка, бури, бомби, детка, бомби, да. А тут же у него как бы рейтинги летят вниз. Ну, это как бы такая история, да. Но косвенно она очень-очень важна сейчас. Конечно. Почему? Потому что хоть саудиты успокаивают, говорят, продлили там 60 дней этот, но Иран вышел с такими очень мощными заявлениями, говорит, значит так, если что, будем силой разблокировать вашу блокировку американца. Короче, очередное обострение, ну тут Да. посмотрим. Это вот как выстрелит, не выстрелит, Слушайте, доведут до тут кипения, а потом, скажем так, ну, скажем так, снимут. Но нефть-то растет. А да, Зеленский бьет по судну греческому, вот да, это который вот, казахскую, американскую нефть вот эту ведет. КТК. Тенгизойл, Причем да. после такой достаточно такой продолжительной паузы. Но там же была история о том, что якобы лично Джей Ди Венс сказал, не трогай американскую нефть, отделяй ему как котлет. Слушайте, очень интересно, но вся ситуация сейчас между Штатами и Ираном все больше мне начинает напоминать еще дремучий дореволюционный анекдот про охотника, который зовет друга и говорит, я медведя поймал. Так веди его сюда, а он не пущает. То есть это вот ровно та самая история. Смотрите, что происходит. Во-первых, там совершенно неоднозначная история сейчас по Йемену и Саудовской Аравии. Хуситы там совсем не успокаиваются и постреливать Эль-Мандебский пролив продолжают. Первое. Второе. Явно разогревается история с частью вот этой оси сопротивления иранской, да, с шиитскими группировками в Ираке. Они выступили сейчас с жесткой критикой президента Ирака. Они заявили, что все, терпеть урвався, надо выводить американские войска из региона. С другой стороны, правительство Ирака заявляет требования до 30 сентября о разоружении, да, и действительно Иран выступает с позиции, да, мы разблокируем сейчас. То есть явно Иран, понимая, опять же, политический контекст и внутриполитический контекст Трампа, начинает наступать на педальку. Причем вполне себе осознанно. Вполне себе осознанно. Это медведь, которого Трамп якобы зафоловал, он развернулся и сказал, ну хорошо, ты хотел, давай разбираться. И сейчас они получат серьезные проблемы в Баб-эль-Мандебском проливе потенциально. Они получат проблемы в Ираке серьезные. А там серьезные контингенты, большие достаточно. Ну, и они могут получить проблемы в Армузе, причем там явно, ну, как бы со стороны Омана телодвижение, ну, антиамериканское. А тут еще одно интересное измерение есть. При всем при том, что Оман это как бы один из союзников штата, в первую очередь это база чья, как и Катар? Британии, Лондона. И тут внезапно, я так удивлен был, аж даже ухмыльнулся, когда попалась эта новость. Слушайте, сомалийские пираты Вот возродились. такое. Да звідки воно там, вы Какие-то шо? мужчины забрались на судно, хотят его развернуть с автоматами, вот это все. Думаешь, елки-палки. А кто сообщает? Британский вот этот страховой, ну, Ллойд, естественно, Ллойд. А да. почему? А потому что главари этих сомалийских, так называемых пиратов, сидят где-нибудь в приличной такой кафешке или джентльменском клубе в Лондоне и по спутниковому телефону управляют операцией в режиме онлайн, что называется, реального времени. Вот. Поэтому, повторюсь, здесь все очень разворачивается для Трампа не кошерно. Вот они сейчас предпринимают на израильском направлении, в Газе Кушнер находится и пытается там сейчас разоружить ситуацию. Даже было заявление, что разоружение Хамаса якобы пойдет. Но Ирану ничего не стоит сейчас потеребонькать Трампа еще и там. Ввязать его в эту дискуссию, потом показать, что, ну, блин, все твои договоренности не выполняются по факту. И если Оман действительно сейчас пойдет на договоренность с Ираном, это будет крушение фактически всего ближневосточного трека Трампа. Всего. Со всеми вытекающими. Для всего спектра, кроме нефтяного, там уже всего остального накопилось. И проблемы для аграрного сектора мирового и рынка, да, потому что это огромные объемы удобрений. Еще вот недавно появилась тема алюминия, который на самом деле с крупнейшего завода поступал из Эмиратов, насколько я понимаю. А они были крупнейшими и ключевыми поставщиками в Соединенные Штаты этого самого алюминия. Им сейчас еще и вопрос, из чего они свои ракетки и самолетики клепать будут. Да?
если там высокого передела алюминия не будет к ним поступать. А надо будет тогда идти или к Китаю на поклон, или в Норникель, да, или Росалюминий, точнее, извините. Вот. То есть, соответственно, там все очень не очень, мягко говоря, разворачивается до Трампа. И, соответственно, две ключевые, ну, наверное, три ключевые итоговые истории для Киева. Топливо и цена на него, и дефицит, да, и с другой стороны это повышенные доходы в бюджет Российской Федерации. Б, это всякая умирающая надежда на любые поставки ракет-перехватчиков, да. И В данном случае это кризис, который может охватить Европейский Союз, вполне себе не иллюзорный, на базе изначально топливного кризиса, да, потому что запасы, на которых держалась мировая экономика, они подъедены. Китай тоже на своих запасах регулировал уровень цен, потому что они накопили огромные объемы и не выходили, вот начиная с кризиса иранского, не выходили ни разу на крупные закупки новые. То есть, иначе, если бы Китай закупал бы, все уже давно полетело в тартары за $150 за баррель. И, соответственно, этот кризис все равно неизбежен, если сохранится ситуация по Ормузскому проливу. А кризис в Европейском Союзе – это еще и финансовый гарантированный кризис и проблемы с финансированием кредитных договоренностей по Украине. А Гетманцев с чем выходит сейчас? Говорят, что у нас такая проблема сейчас, что даже если они все нам дадут, что обещали, все равно не хватит. Выходит и говорит. Человек, который в парламенте за этот вопрос отвечает. Потому что проблемы с налогами и сборами не преминул он ударить, пнуть Федорова. Там типа глупые были решения в оборонной сфере. Ну, потому что Гетманцев – это политический союзник и миньон Арахамита уже. Вот, соответственно, все разворачивается наихудшим образом для Зеленского и ко. Наихудшим образом. И вся их игра в повышение ставочек закончится не то что пшиком, а падением большого шкафа. Как в той самой присказке. Михаил, Зеленский, кстати, сегодня очередная трагедия в Украине. Тяжелая, конечно, трагедия. Печенеги, Харьковская область, прилет по оживленному перекрестку. 10 человек погибли, 17 ранены. Зеленский пишет, что прилет этот не останется без ответов. Обязательно ответим на российский удар. Ну и, собственно, там Московская область была атакована прошлой ночью. Ну, правда... Беспилотников. Правда, ну, опять-таки, то есть Валдберрис попали, да. Ну, такое. Но, в общем, отбились, да, Московская область отбилась, хотя есть там прилеты и в Коломне, и дома... В Орехово, Зуево, да, прилет. Но до Москвы ничего не долетело. То есть до Москвы ничего. Больше того, на Западе вчера выходит публикация, что практически тотально все ракетные выстрелы Украины перехватываются российским ПВО. Тотально. То есть все эти фейерпоинтовские поделия практически, если не брать в расчет отдельные эпизодические ситуации, просто не долетают до своих целей. Вот это все тоже важный очень фактор. Не получается. И, конечно, CNN, которая вчера порадовала материалом, ну, как порадовала, имеется в виду, что, ну, я уже говорил это, что не хватало музыки какой-то плаксивой, там, каких-то детей плачущих. Стоит в поле кукурузном одинокий Патриот, пусковая установка, не заряженный. И журналист говорит, вот... ситуация на Ближнем Востоке, поэтому нет ракет для патриотов. Ну и получается какая-то такая, знаете, картинка апокалипсиса. Дорогущая установка Патриот стоит пустая и не может защитить бедных украинцев. Если бы я был журналистом CNN, нужно было бы еще материал назвать «Дети кукурузы». Прям в тему так история. Да, зрители американские с пониманием бы отнесся к этой истории. Так что, слушайте, за что боролись, на то и напоролись. Если ты считаешь, что ты поймал медведя, будь готов к тому, что он к тебе развернется в полную силу. Зеленский этого не понял. Ну, вместе с тем, видите, как украинские эксперты на телемарафоне уверяют, что вероятность попадания баллистических ракет в Киев прям снизиться может, потому что реактивные дроны есть у Украины, они бьют по пусковым установкам, и вот смотрите, как мы нашли какой-то способ противодействия. Правда, тут тоже в последнее время ни пусковые установки, пораженная информация, которая вбрасывалась, не подтвердилась, ни прорыв или как там, наступление
или как это правильно сказать. Ну, в общем, да, то есть Контрнаступ. движение туда на стыке Да, 3 областей, хотя да. вчера показывали 30 военнопленных россиян, и вот смотрите, мы там Искру, населенный пункт, вернули под контроль ВСУ. Но, тем не менее, это выглядело достаточно показательно. Почему? Не потому, что там как заготовка, безусловно, война это дело такое, там населенные пункты переходят. Просто Да. если верить там российским источникам, то до Краматорска уже 3,5 километра. Так Ну, то это так и есть, есть. ну, Это есть такое украинские продвижение. военные подтверждают по факту. Украинские военные по факту подтверждают. И практически уже заходы в Дружковку идут. И в Доброполе идут заходы. Слушайте, война действительно вещь упрямая, и факты вещь упрямая. И последний обмен телами, не знаю, какие там 700 километров Зеленский освобождал, какие там отбитые 30 населенников у него. Обмен телами последний снова в соотношении 10:1 в пользу трупов украинских военных. Вот и вся история. Если поле боя остается за тобой, а ты же типа наступаешь, ты же типа что-то освобождаешь, то и трупы остаются за тобой. А соотношение по-прежнему то же самое, какое было и зимой, и весной, и в прошлом году. 10:1. Что-то там 500 тел украинских военных и что-то в районе там 40-50 тел российских военных. Вот и вся история. Можно рассказать что угодно, но по факту Дружковка, Доброполье, по факту Крамаха уже практически Краматорск, да, Лиман, Славянск, под Купинском новые движения. В Харьковской области вообще мешочек такой серьезный формируется, котел. Об этом они стараются вообще не говорить. В Сумской области движения. Так что можно сколько угодно на телемарафоне щеки надувать, но они в конце концов лопнут, забрызгав все красненьким, эти щеки. А по факту о чем тут говорить, мало понятно. Небо дырявое, ничего там рассказывать все про перехват баллистики. Дронами они баллистику собираются и сверхзвуковые перехватывать. Серьезно? Бить по пусковым? Ну, что называется, посмотрим, да? Куда они там бьют. Действительно, абсолютно верно говорите. Они раньше ведь, как только действительно какие-то были успешные попадания, и видеоматериалы тебе, и информация. Где? Трындеж только стоит о том, что они якобы бьют по каким-то пусковым. Ничего они там не бьют, никуда они не бьют. Никуда они не бьют. Тогда какие перспективы? Ну, давайте так. Какой? Масштабируемся немного глобального урегулирования. Значит, вчера вечером, ну, сегодня там украинские СМИ это все перепубликуют. В общем, Reuters пишет, Политико пишет о том, что Си Цзиньпин впервые за 11 лет посетит США, встретится с Трампом. Правда, Генассамблею ООН пропустит. Почему непонятно. Ну, в общем, сообщается, что запланировано на 24 число сентября в Вашингтоне эта встреча. 23-го он приедет и сразу 25-го умотает назад. Белый дом подтвердил эту дату визита. Значит, в последний раз лично участвовал Си Цзиньпин в Генассамблее ООН в 2015 году. Ну, то есть, как бы вот не уважит. Не уважит своим присутствием. А что барину туда ездить-то? Ну, такая достаточно специфическая история, но Да. уже многие говорят, что от этого будет, понятное дело, зависеть события вокруг Ближнего Востока, вокруг, собственно, и Украины в том числе, отношения с Россией. Правда, я так понимаю, что вчерашние вот эти реверансы Ким Чен Ыну, это тоже вот как бы создается информационный такой какой-то Да. реверанс, да, в сторону Да, и да, Китая тоже. Конечно, конечно. Не, ну, Китай, как и Россия, это ключевые партнеры. Ну, в экономическом смысле Китай тотально ключевой партнер Северной Кореи. Может быть, сейчас, как бы, с учетом обстоятельств, немножко перевзвесилось немножко по части России. Но раньше это история ровно про то, что северокорейская администрация держалась в экономическом, социальном смысле тотально за счет Китая. Тотально. Поэтому, конечно же, это реверанс в виде подготовки к этому самому визиту, вне всякого сомнения. Я просто представляю себе эти лица джентльменов в Японии и в Южной Корее при этом. Вот, как они это все восприняли. Но кто там заморачивается у Дональда Фредовича такими мелочами. Поэтому, да, это визит, безусловно, важный, но я
далек от мысли, что он будет иметь прямые последствия для кризиса и конфликта на Украине. Прямые последствия. Скорее, это будет история про безопасность, это будет история про энергетику, вне всякого сомнения. Вероятно, это будет история про Ближний Восток, конкретно про Иран и про иранский кризис, армузский кризис. А вот что до войны на Украине, я не думаю, что это будет иметь прямые последствия к этому вопросу. Мне кажется, Украина, подняв ставки, добилась вот чего единственного. Радикального снижения желания военно-политического российского руководства дискутировать и вести о чем-то разговоры именно с этим руководством Украины. И готовность, не оглядываясь, даже на союзников, повышать в ответ тоже ставки. Переходить к формату тотального противостояния. И мы это наблюдаем в последнее время. Поэтому с учетом разворачивающихся кризисов, самых разных, в социальной, экономической, промышленной сфере, аграрной сфере, продовольственной сфере, логистической сфере, кризиса комплектации вооруженных сил Украины и кризиса, в общем-то, потихонечку разворачивающегося на фронте. Кто бы что ни говорил, если до конца года Дружковка, Краматорск, Лиман, уже не знаю, как там Славянск, да, Доброполье окажутся потерянными для Киева, это иначе как кризисом не назовешь. Правда ведь? И там вопрос еще про Орехово ведь стоит, да? Орехов точнее. А это последний крупный укрепрайон на пути к Запорожью. Дальше сел даже особо-то нет таких серьезных, за которые ВСУ может зацепиться. Может быть, может произойти вообще откат до Днепра в Запорожье. Если Ореховский укрепрайон пойдет. А его сейчас потихонечку обходят. Чтобы там не рассказал Зеленский про стык 3 областей. И в Орехов уже заходят. Михаил, я по поводу Си Цзиньпина и вот этой встречи, которую считают многие Рубиконом, причем таким дипломатическим, говорю не просто так, потому что, ну, давайте тоже. Вот Financial Times вдруг вспоминает события давно минувших дней, Кука вспоминает, который на форум приезжал. Да? Причем такой большой материал о том, что, в общем, тихая дипломатия между Россией и США продолжается. И... Это на Питерский форум, если кто не помнит из наших зрителей и слушателей. И тоже интересно, Кук, он же как это, бальный зал курирует, строительство. То есть, как занимается личным для Трампа вопросом, говорит о его личной взаимосвязи с Трампом. Говорит там, ну, понятно, реверанс отвешивал тогда в сторону русской культуры и так далее, и так далее. В общем, тут интересно, ну, там понятно, что это типа как культурный визит, но культурный, не культурный, но все понимают. Рубио тогда, помните, говорил, ой, а мы не знаем, что там за делегация вообще, там нам все равно. Причем это сотрудник Госдепа, Ну и там симфонию он хотел, чтобы сыграли ему, там шайба, история с шайбой, что отпасовал шайбу, а теперь эта шайба на столе у Трампа. И, в общем, этому посвящается, этим подробностям, да, посвящается вот не просто так именно сейчас, достаточно много. Так что, дух Анкориджа жив? Или, мы с вами не раз об этом говорили, живее всех живых. Или аборигены съедят Кука? Слушайте, не будем заниматься инфляцией слухов насчет Куков, да? Остаюсь при мнении, дух Анкориджа живее всех живых. По факту ничего из того, что обсуждалось, вероятно, давайте так, в таком формате, на Аляске год назад, было не то, что не реализовано, да, не было переедено, так как ни одна из красных линий, за редким исключением, но, наверное, нужно говорить об отключении Старлинка для российской армии, и надо говорить про санкции против нефтегазовых российских компаний отдельных. Вот во всем остальном, мне кажется, все, что было оговорено, вероятно, ничего как бы за это и не вышло, за этот коридор. Ты уверен, что продвижение по украинскому кризису особого не приключилось, хотя мы помним и там пункты Трампа и все остальное. То есть как бы попытка-то в конце 2021 года была серьезная, предпринята, но она не была подкреплена силовым давлением на Зеленского и его окружение. И в этом смысле санкций новых, серьезных никаких Штаты не ввели, финансовой помощи России, Украине не предоставляли.
военной прямой помощи тоже не оказывают, и даже та, которая оказывается опосредованно через европейцев, сокращается, и серьезно сокращается. Больше того, до сих пор не все поставки, которые были подписаны еще Байденом перед его уходом самым, в конце декабря, в январе 2025 года, в конце декабря 2024, соответственно, не все обеспечены. То есть на 400 с лишним миллионов долларов не отгружено на сегодняшний день то, что обещалось еще Байден, которое фактически уже должно просто пойти в реализацию, в отгрузку на склад, что называется, передать бланк и начнут отгружать. Нет, переносится это на 28-29 год. Давление на европейских союзников Трамп не оказывает по части, например, тех же ракет-перехватчиков, о чем очень просил Зеленский, да, потому что ракеты эти есть в определенном количестве у греков, например, и испанцев доступным, но они ничего не передают, потому что и Трамп не ввязался в эту историю. То есть по факту, если не брать отдельные моменты, никаких движений против России Трамп не совершал за этот год. То есть там, о чем договорились, вероятно, оно живо, полностью живо. И, соответственно, довольно долго еще продолжалось достаточно широкое обсуждение экономических сотрудничеств, вариант и взаимодействий, и проектов. Тоже Кирилл Дмитриев много-много-много раз летал в Соединенные Штаты. Говорил, что оно приостановилось, вероятно, из-за того, что тупик и в переговорном процессе по Киеву и по Украине как таковой. Но, смотрите, говорить о том, что Трамп сменил свою позицию, нельзя. Он не сделал много из того, что обещал, но ничего не сделал против России. И поддержку Украины тоже ничего не сделал. Поэтому нельзя совершенно точно говорить о том, что Анкоридж мертв. Да, единственный человек, который что-то этакое заявлял, это был Рубио. Но ему по дипломатическому штату, что называется, положено наводить тень на плетень. Понимаете? И да, из России звучали некоторые достаточно жестковатые такие заявления. От Лаврова, например, звучало заявление о том, что как-то что там, давайте, понятийно же договорились, давайте по-пацански выполнять. Но и все. И не больше того. То есть фактически позиции, зафиксированные в Анкоридже, сохраняются по факту. И, соответственно, говорить о том, что дух Анкориджа мертв, да нифига. Дух это и есть, знаете, мы с вами не юрист, я вроде точно не юрист, да, но в юриспруденции дух это когда именно как раз понимание какое-то. Понимание, как должно быть. И в этом смысле нюансы юридические могут какие-то быть казуистически изменены или подвинуты. Но дух права, правоприменения сохраняется. И дух отношения к украинскому кризису не поменялся ни в Вашингтоне, ни в Москве. И это ключевое. То есть то, о чем формально, вероятно, там договорились, без фиксации, естественно, оно сохраняется. Другое дело, что, конечно, Трамп, вероятно, обещал надавить на Киев и не надавил. Значит, но параллельно с этим страшные это процессы происходят внутри Украины, мобилизационные. Не хочу показывать, этих видео много, то там велосипедиста сбили, хотели спрятать велосипед, это вчера в Одессе, кажется, такая история. Вот с Тернополя женщина записывает видео и говорит о том, что, в общем, полицейские побили мужчину, заперли в ТЦК помощи никто не может оказать никакой, и вот он там сидит, в отчаянии. То есть этих моментов просто много и каждый день. Да. Галопом по Европам. Плюс еще очень интересно, тут такая история. В общем, стереотипно считается, если на войну гонят студентов, молодняк, то означает, что дела плохи. Кабмин сегодня опубликовал новое правило по поводу отсрочки для студентов. Значит, срок ограниченный, полгода, один семестр. Значит, полностью данные с вузом, в общем, данные вуза теперь в резерв плюс, в ТЦК у них в базах. Значит, студенты только очники, или те, которые продолжают точно учиться. Значит, через 7 дней автоматическая отмена. То есть не сдал экзамен, отчислили, перевелся на заочку. Все, 7 дней. Пошел в армию, да. Пошел в армию. И, соответственно, без ВЛК, период действия отсрочки, не будут ВЛК проходить. А вот как-то, и так далее. Такая очень интересная схема. Слушайте, мы с Федорова начинали, с картонок, с этих всех моментов. Все, видите, как хорошо устроено.
электронным способом, все очень удобно, то есть все знают про человека, вот он учится, сейчас доучится, потом отсрочка уйдет. Доучится он, вероятно, вполне себе пораньше, чем ожидает. Экзамены завалят его там на сессии, или еще что-то произойдет, или отчислят по каким-то другим причинам. Слушайте, и говорю, всему этому молодняку, который еще де юре имеет возможность выехать, бегите, уезжайте, потому что нормы эти будут отменены и запретят выезд. И возраст призывной тоже неизбежно будет снижаться. Не знаю уж, в этом году или в следующем, но будет снижаться. И ограниченная мобилизация женщин тоже будет. Потому что людей нет. Вот относительно недавно же была публикация украинского военного, что там, где должен стоять взвод или 2 взвода на опорнике, заходит по 2 человека. Это уже тотальная нехватка людей называется. Тотальная нехватка людей. Конечно, они будут грести еще более остервенело. Конечно, будут грести еще более остервенело. И, конечно же, будут расширять для себя базу. И брони будут сокращать. И заставят перепроходить и отсрочки все эти медицинские. И, то есть, а как? Поставьте себя, не приведи Господь, на их место. Им свою жизнь спасать надо продолжением войны. А чтобы продолжать войну, нужны люди. Вот и все. Ну, просто как-то тоже, тут я с Лукашенко соглашусь, недавнее его выступление такое растиражированное было. Ну, все же как бросились, что белорус — это русский со знаком качества. Ну и давай вот это вот мусолить. Ну, там же длинная была речь. И там была речь конкретно об украинцах. Говорит, что нас называют агрессорами, но мы границу открыли, приходите к нам, мы всех ждем, мы там, ну, в общем, грибы, ягоды собирайте, к нам приходите к нам, мы открыли границу, то есть, пожалуйста. Даже когда-то вот на днях публиковали вот это видео, как Видео, да, с проездом. дорога... Да не придут, потому что постреляют с украинской стороны. Постреляют с украинской стороны, это очевидно. Но здесь это важный такой идеологический ход, конечно же. Ну и автомат сегодня показал Лукашенко. Это первый белорусский автомат. Ему его подарили. И вот он говорит, все, это мой автомат. Но как бы с подписью не для войны, а для мира. Вот такая вот история. Это вот на севере Украины происходит. А на юге Украины, который сейчас под ужасными бомбежками, в Молдову дрон залетает, а гражданка Румынии Санду выходит и говорит, мы обязаны помогать Украине, иначе у них не будет чем защищаться, будем экспортировать ее зерно. То есть конкретно это же признак того, что юг перекрыт. То есть север перекрываем границу мы, юг перекрывает границу Россия. И получаются такие клещи геополитические. История-то немножко разная, север-юг, но смысл-то в том, действительно, в том, что, повторюсь, волна самого разного рода кризисов, она накрывает вот эту вот режимчик, который построил Зеленский, да, такой себе очень кошерный. Вот. И всеми способами они пытаются, конечно, купировать и бегство людей из страны, всеми способами пытаются загнать людей на фронт. Запад, с другой стороны, понимая, что их возможность, конкретно Европа, да, Евроатлантика, да, понимая, что их возможности тоже истончаются. То есть можно, конечно, нарисовать сколько угодно денег, как в свадьбе Малиновки, да, бери все, я себе еще нарисую. Но ресурсы тоже заканчиваются. И кризисы общемировые, это уже они непосредственным образом скажутся тоже. Поэтому они в топку бросают то, что можно. Они сейчас будут кое-как, хоть в каком-то формате молдаван подключать вместе с Санду, да. Как-то будут подтягивать, пытаться прибалтов туда еще каким-то образом. С поляками отдельная история, там уже залезли в этот... чуть не сказал неприличное слово, в халепу залезли с поляками. И выхода конца края этому точно нет, по крайней мере, до следующей весны, до выборов в Польше. В топку пойдет все и все. Это очевидно. Ставка сделана, ставка больше, чем жизнь. Ставка больше, чем жизнь звучит, конечно, красиво, но чья жизнь? Чья жизнь? Вот вопрос. Обывателя украинского.
Но на самом деле война, она и ставка больше, чем жизнь и для Зеленского и его окружения, потому что они не жильцы после завершения войны. И для тех политиков, которые сейчас олицетворяют антироссийскую коалицию в Евроатлантике, тоже ставка, ну, не знаю, как больше именно, чем жизнь, а вот политическая смерть для них однозначно аффилирована с неуспехом на украинском направлении. Я даже не говорю сейчас с поражением, а оно будет, вероятно, неизбежно для них, для всех. И это конец их и политической карьере, и там дела коррупционные полетят вереницей. Уверяю вас, даже не сомневайтесь, достанется каждому, что называется. Поэтому, да, для них ставка больше, чем жизнь, это не фигура речи. Это по факту так и есть. А вот для этих персонажей, засевших на Печерских холмах, это прям про физическую жизнь. Они не жильцы после завершения войны и потери власти. Ну, то есть поэтому все и не завершается. Естественно. А какие еще причины? Нет, конечно же, и гешефты очень даже сладкие. Но в первую очередь это вопрос уже жизни и смерти. Лично для Зеленского и его окружения. Так а почему Путин все не закончит, а дальше Украину накроет вот этот ужас, о котором вы говорите? Потому что прекрасно есть понимание у военно-политического российского руководства, что не успех, который легко можно продать относительно с помощью самых разных инструментов на Украине, и будет та самая история, которая продлит этот кризис. И будут новые кризисы. До окончательного решения украинского вопроса это будет череда любых кризисов. На белорусской границе, на Калининградской области, в Закавказье, в Средней Азии. Не закончится просто мирным, скажем так, жестом доброй воли с российской стороны. Не закончится все это. Нужно только побеждать, чтобы вот эту всю историю, которую они себе придумали в Европе, вместо того, чтобы строить одно нормальное экономическое, политическое пространство к общему благополучию, вошли в конфронтацию в желании получить все безраздельно ресурсы России, ну так, к сожалению, здесь игра с нулевой ставкой, так называемая. К сожалению. Так или иначе, понимаете? Поэтому не может Россия позволить себе просто в одностороннем. Уже была сделана такая история под Киевом. Можно много обсуждать оперативную ситуацию под Киевом в тот момент, в 2022 году. Много, да, на Черниговщине. Но смысл в том, что доброй воли жест не был оценен на тот момент. И сказал Борис Джонсон просто давайте. Очень интересная история. Он вышел с большим интервью і розказав, що я взагалі ні при чому. То як це? Та немає до цього відношення. То українці. Я що? Я тут просто рядом ходил. Потому что Арахамия рассказал, что Джонсон приехал в Киев и сказал, давайте просто дальше воевать. Цитата. Начинают спрыгивать с поезда. С Титаника спрыгивать начинают. Просто тут же другой момент, очень важный. Вчера сообщили, что есть Семен Уралов, Чадаев, Князев, у них там есть студия, да, они обсуждают, в общем, философствуют, обсуждают события. Их подали в международный розыск от Азербайджана. Начинают как бы резкость наводить, а что ж такое? И вроде как, ну, опять-таки там, ну, потому что критикуют Алиева, критикуют политику Азербайджана, как россияне и так далее. Азербайджан уже там есть там обращение государственного телевидения ко всем экспертам, что хватит, типа, с пиететом, с лояльностью к России. Они вот, смотрите, российские эксперты, как говорят Азербайджане. Азербайджан теперь может как бы в хвост и в гриву чехвостить россиян. Ну, там интересный момент. Мысль, которую вы, судя по всему, почему, да, вот это все произошло, там же очень интересный момент правопреемственности. Уралов высказал мысль свою, частную, опять-таки, что, по его мнению, если ты родился, и у тебя есть свидетельство о рождении, там, СССР, то ты как бы в юрисдикции, ну, то есть ты в юрисдикции, в том числе и Москвы. Имеется в виду, тебя можно наказать, тебя можно... Я не юрист, мне тяжело оценить. Нет, тут не юридический, тут именно такой мировоззренческий момент, да, высказанный. Ну, то есть, грубо говоря, ты был пионером, ну, ты же мог отказаться, например, да, то есть были же такие, которые отказывались и не шли в пионеры. Ну, ладно, там октябренком, но вот, например, комсомольцем, ну, ты уже подожди, ну, значит, ты уже всегда, да, связан с, условно, там, и поэтому давай, будь добр, отвечать. Но это не понравилось, потому что, ну, Алиев это кто? Ну, это... Да, все понятно, естественно. Ну,
Советская И партхозноменклатура. вот получается вот такая вот история. И такой странный момент, это к вопросу, почему не закончить, чтобы там что-то произошло, что нет возможности у стран показать свою субъектность, чем не ткнуть палкой в Россию. Почему так? Вот мне интересно в данном случае, почему они это полагают субъектностью, а не форматом «чего изволите». Ведь по факту-то их оценивают, эти режимы, даже назовем их так, только по степени их полезности. Вот в этом гиблом деле для их, давайте говорить честно, кураторов и хозяев в большой Евроатлантике. Кому эта Санду была бы нужна, если бы она не была, давайте говорить честно, откровенной русофобкой? Кому она нужна была бы? Да никому не нужна. Кто бы там ввязывался в эту историю? Кто бы ввязывался в эту историю в Румынии, да? Кто бы ввязывался в самые разные приключения в Прибалтике или где бы то ни было еще? Или, например, где бы была вся эта огромная борьба в Венгрии, да? Если бы речь не шла про людей, которые просто полезны действительно, они субъектны, а они именно полезны. Субъектность и полезность, мягко говоря, разные вещи. Как раз для их собственников, которые стоят у них за спинами. Они не хотят воевать в Европе. Там, ни в Берлинах, ни в Парижах, ни в Лондонах воевать не хотят. А вот отправить туда украинцев, молдаван, да даже и тех же поляков и прибалтов, аж за милую душу, что называется. В концепции, в доктрине, измененной год назад германской оборонной, подчеркнуто, что Германия осознает, мол, я сейчас пересказываю, не цитата идет, осознает все риски с российской угрозой связанные, и все. И прямо они себя называют страна военный хаб. Подчеркиваю, не бастион, там, не знаю, не редут, хаб. То есть они себе отводят только операционную и логистическую функцию. Мы вот обеспечим, мы там все, продвижение войск, вооружений. А воевать вы готовы пойти? Сомневаюсь. Собственно, количество отказников, об этом немецкая пресса пишет, отказников побило все рекорды за десятилетия. Молодые люди, которые подписывают заявление, предоставили такое, подписывают заявление, потому что я не хочу быть мобилизован или там призван. Побило все рекорды. Не хотят они воевать. Поэтому, конечно же, отправляют Санду, поддерживают ее политически, переводят ее к власти. Или как происходит в Армении сейчас происходит история. Ну, такой же точно перевертыш. И в Азербайджане та же история. В Грузии была, да, перевернулась, да. Вот. Да, Так Михаил что... Павлев был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Друзья, благодарю, что посмотрели это видео. С чем согласны, с чем нет, пишите в комментариях. Очень интересно услышать ваше мнение. Но самое главное, в это время лихолетия берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.